Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о динамических наушниках от компании NF Audio. Приходят наушники в небольшой коробке и с очень стильным оформлением. Очень круто, все так расписано, что сзади, что сбоку. И на лицевой части здесь есть небольшой логотип компании и название этой модели RA15. И указано, что это музыкальная серия. А тут нам расписали все технические характеристики. За звук здесь отвечает динамический драйвер, чувствительность составляет 108 дБ, и они получили 32 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Первым делом здесь нас встречают наушники, аккуратно вот так здесь зафиксированные. Отличный набор очень качественных и фирменных амбушюр от NF Audio. Мешочек и дополнительные сменные звуководы в золотистом варианте. Неплохой кабель с коннекторами QDC и штекером на 3.5 джек. Небольшая инструкция по использованию наушников. Наушники здесь выполнены из металла, они очень небольшие, имеют логотип компании на лицевой части и разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля, а на внутренней части у них имеется небольшая маркировка канала, правый или левый, надпись RA15 и 2 отверстия для компенсации, поэтому да, с драйвер-флексом и эффектом вакуума тут проблем нет, эти отверстия делают свое дело отлично, но вот звуковод тут очень небольшой и съемный, и имеет защитную металлическую сеточку сверху. Ну а вот что касаемо посадки, не все так хорошо, как хотелось бы. Чтобы нормально усадить эти наушники в уши, мне пришлось неплохо так потратить время на поиск и подбор амбушюр, и на смену кабеля. Все-таки комплектный кабель тут не очень удобен, а именно его заушины. Как-то сильно они оттягивают наушники, из-за чего и рушится звукоизоляция и удобство их использования. Поэтому всем советую поменять комплектный кабель и очень тщательно подобрать подходящие амбушюры для вас. Например, я остановился на Tanzu Sankai, и они уже не первый раз меня выручают. А теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники NF Audio RA15. Вот так выглядит их график частотной характеристики при использовании двух комплектных звуководов, которые вносят небольшое изменение в звук. Серебристым мы получаем менее басовитое и более энергичное и яркое звучание. И честно говоря, я даже не знаю, кому необходимо столь большое усиление верхней середины и высоких частот. Лично для меня это перебор. Это реально много, и тон подачи с этим звуководом меня утомляет уже минут так через 15. С золотистым же звуководом мы получаем чуть больше баса и чуть меньше верхней середины, но все-таки я считаю, что этого недостаточно, чтобы компенсировать этот большой подъем. Я думаю, неплохо было бы выровнять бас, добавить его, чтобы отбалансировать звучание, и вот тогда бы наушники звучали куда более интересно и, возможно, привычно для многих из нас. Да, я, конечно, встречал такой тюнинг, как в этих наушниках, но такая серединистая и высокочастотная подача все-таки не самая универсальная. Да, я понимаю, что кому-то нравится такой, может даже будет в самый раз, но на мой вкус все-таки это немного не то. Небольшие правки точно бы тут не помешали. И давайте уже разберем звучание по порядку. Низкие частоты здесь поддаются достаточно легко и аккуратно, с отличным контролем, вполне неплохой текстурностью и скоростью, а тонально-бас довольно прозрачный, поэтому со слышимостью дисторшена у гитар и сатурации здесь полный порядок. Но, конечно, усиление низких частот тут выполнено определенно не для басхедов. Ожидать здесь огромный, мощный, раздутый бас не нужно. Здесь же больше речь идет про качество и скоростные характеристики. А вот средние частоты тут очень энергичные, местами даже перебор. Есть неплохая прозрачность с отличными переходными процессами, то есть драйвер отрабатывает все эти моменты отлично, но вот такой тон подачи, конечно, будет не для всех.
Да и небольшая ямка вот тут ощущается, она облегчает вокальную часть, и я бы все-таки хотел получить тут более теплую, спокойную, расслабленную тональность с меньшим усилением верхней середины. Так бы и вокал звучал куда теплее и поприятнее, здесь же он местами находится прямо на грани крикливости, то есть он прям очень сильно подчеркнут и явно выделен вперед по построению его образа. Да, это, конечно, где-то очень даже уместно, а вот некоторые композиции наушники буквально выворачивают наизнанку и показывают вам все нюансы, и какие-либо проблемы сведения, они также очень хорошо становятся слышны. И, возможно, для работы с музыкой это будет очень полезно, а вот все-таки для прослушивания и для себя я бы хотел получить менее яркую подачу здесь. И надеюсь, вы понимаете, друзья, и тоже будете согласны со мной. Да, конечно, можно использовать эквалайзер, дабы скорректировать звучание наушников, но давайте честно, большинство из вас, как и я, не пользуются эквалайзером и просто слушают наушники как есть, как задумал производитель. Да и использовать эквалайзер реально не всегда удобно. А вот по высоким частотам тут тоже не все так просто. Есть неплохая детальность и прозрачность, но вот тембры тарелочек местами странноваты. Есть какое-то ощущение зажатости или недораскрытости этого диапазона. Вроде бы по графику нам наоборот высоких добавили в меру, но на деле на слух это звучит немного неестественно и странновато, с долей легковесности. Да, конечно, послезвучия здесь неплохие, вполне продолжительные. Микродетали тоже как-то прослушиваются, и расширение высоких частот для динамических наушников очень даже неплохое, но вот тональность тут опять же немного не моя. И я всегда говорю вам, либо мне нравится продукт и все здесь классно, и я говорю вам, что да, ребята, это огонь, все определенно, надо бежать и брать эти наушники, либо ну вот сразу видно, что это просто не мое, и какого-то особого вау-эффекта и готовых эмоций для обзора я не получил. Да, конечно, бывают исключения, но вот рассказываю вам как есть. А вывод по динамическим наушникам NF Audio RA15 у меня получился таков. Это не самые универсальные наушники из-за своего своеобразного тюнинга, они довольно энергичны, имеют небольшое усиление низких частот, ровно на 5 дБ, что точно не для басхедов, и тон подачи, особенно с серебристой насадкой, смещен в очень яркую сторону, которую я не очень одобряю. От себя бы я советовал их использовать именно с золотистым звуководом. Но вот все-таки было бы лучше, если бы они добавили чуть больше баса и увели эту модель в теплую нейтральную подачу, сделав куда меньше акцента на верхней середине, и это мое мнение, я считаю, просто должен был поделиться этим с вами. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не забывайте ставить лайки, писать ваши комментарии. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем пока.